А, Говорите. Мы на канале Натальи Кондратьевой, и сегодняшняя тема такая очень интересная, очень, я бы сказал, философская и немножко эзотерическая. Кто Мгм. мы на самом деле и как мы, понимание себя через призму информационного поля. И, Наташа, вот первый вопрос к тебе. Для меня это тоже новая какая-то такая тема. А, Что ты понимаешь вот вообще под информационным полем? Слушай, это такая интересная штука, которая опять пришла из практики, потому что ты иногда прям видишь не просто человека, а какую-то его информационную историю. Ну, вот что-то больше, чем сам человек. Такое ощущение, как будто... Ну, я думаю, ты собирал пазлы когда-нибудь? Конечно, в А, детстве уж вот. точно. Да, что сегодняшняя жизнь человека — это всего лишь какой-то вот, ну, прям, ну, сегодняшняя его информационная сегодняшняя его личность — это прям как какой-то кусочек пазла. А вообще каждый человек — это что-то, какая-то такая большая картина, гораздо большая. В этой картине, как в неком информационном конгломерате, может быть совсем, ну, несколько кусочков, и они прям так выпирают иногда, прям так прям видны. Но при этом, знаешь, я хочу, чтобы, сложилось впечатление, знаешь, такое не глубоко эзотерическое, что надо всегда искать какие-то причины, например, где-то там, где-то и вообще. Что это на самом деле не всегда так. Эти причины бывает, что они вот связаны с какими-то, знаешь, такими твоими информационными загашниками. А бывает, что как бы не надо искать, причины каких-то, историй, которые с тобой происходят там, где, ну, вот, там, где их нет. Собственно, тут стоит важный вопрос: как отличить одно от другого? Мгм. И как? Слушай, а это иногда, ну, мы, конечно, с тобой проведем практику, Мгм. прям такую, про ощущения, как всегда, в конце. А вообще, это, как правило, знаешь, такие истории, которые либо очень часто повторяются, одни и те же. Я потом немножко такой смешной случай из собственной жизни приведу. Либо ты не понимаешь, что вообще происходит. Она такая большая, понимаешь, что-то такое большое с тобой случилось, ты не знаешь даже, с какой стороны подойти. И на самом деле это может называться как угодно. И вот, в любом случае ты всегда идешь за клиентом. Потому что ты просто спрашиваешь, например, как давно это с тобой. Иногда ты прям просто задаешь вопрос, а было ли это раньше, чем ты как бы, ну вот, чем ты себя помнишь. Не все на самом деле, вот они, не все туда погружаются. Это какая-то такая история, которая, как тебе сказать, не, не всегда стоит там искать. Дело в том, что неважно, как это называется, как это работает. Если это работает для твоей психики, как бы это ни называлось, Мгм. вот, то это работает. Если это помогает улучшить, знаешь, это, да, качество жизни или, например, ну, вывести человека из каких-то мыслей, потому что для него все становится логично и понятно, как бы это ни звучало странно. Вот, то есть, если это работает, то это работает. По сути, как бы оно ни называлось. Потому что все равно в процессе самой работы мы как бы уйдем практически в такие методы, знаешь, классической психологии. Но именно по саму причину мы можем попытаться поискать, особенно если человек сам чувствует, что он может поискать, знаешь, в этой своей информационной истории мы можем поискать там. Мгм. Ну, сразу же такой наводящий вопрос. Ну, для меня это вообще какой-то такой вот пока неизведанная тема. И вот все-таки ты как-то вот, ну, как я понимаю, ты видишь это информационное поле и пытаешься. а, Да, по сути, ты знаешь, по сути, весь канал про то, что я про то, что я как бы мне стало так интересно, что я столько разношерстной информации вижу вокруг человека, что я просто решила этим поделиться. Ну да, Вот. ну просто чтобы вопрос такой уточняющий, чтобы люди понимали вообще, что, ну, какие возможности есть вообще в
прежде всего у тебя, да? То есть, Да, но это, знаешь, это такая штука, которая делает очень все логично, потому что некий информационный след, он всегда формируется. Он либо формируется, либо как бы ты уже работаешь с сформированным следом. Все становится логично, потому что вот та самая энергия, о которой мы с тобой все время говорим, которая вокруг человека весьма такая разумная, и она действительно с тобой взаимодействует, она вот как раз, возвращаясь к той самой изначальной аналогии, она взаимодействует не с тобой не как с конкретным кусочком, а как вот с мгм. этой как раз целой картиной. Ты просто этого, как правило, не знаешь, потому что ты это начинаешь об этом задумываться только тогда, когда у тебя что то не получается. Потому что если у тебя чё-то всё получается хорошо, и вдруг тебе какие-то там, знаешь, ну что-то такое, прекрасное с тобой случилось, ты же не задумываешься, почему оно с тобой случается и как вот оно так все случается. Ты об Мгм. этом задумываешься только когда что-то идет не так. Например, Ну ты где-то да, это все верно. Ну и вообще рост человека какой-то духовный и такой человеческих качеств, происходит именно в моменты стресса, в моменты кризиса какого-то, так ведь? Поэтому, собственно, он начинает задумываться, а что идет не так. Ну, то есть я правильно понимаю, да, чтобы и нашим зрителям было понятно, то есть, ну, помимо классических каких-то психологических техник, да, у тебя есть еще понимание, то есть, ну, тебе помощь идет и твое, ну, как бы некое видение, да, вот этого информационного поля, и эти искажения, которые у человека есть, если смотреть в комплексе, да, вот как он гармонично ну он в да. этом пространстве находится или у него какие-то искажения уже есть. Они, ты знаешь, они просто событийно проявляются. Ну, я, наверное, просто расскажу какой-то такой небольшой тебе смешной пример. Ну, как смешной? Мгм. Ну, щас для меня смешной, потому что, ну, с тех самых пор, когда я съехала в 13 году от родителей, ну, выйдя первый раз Мгм. замуж, меня все время преследовали проблемы с канализацией, совершенно чудовищные как бы. Мгм. Всё время, причем муж уходил на работу, это все происходило какие-то чудовищные вещи, вплоть до того, что мы с ним ездили отдыхать, в номере в номере в Тунисе была проблема с канализацией, в номере в Кандалакше была проблема, понимаешь? Ты живешь, в квартире, где все вот это бултыхается и издаёт соответствующие запахи. То есть невозможно как бы. Ну, мы жили на первом этаже. И живешь, вот, как бы едешь отдыхать, и там все это безобразие такое случается. И там, когда я уже развелась, жила одна, у меня уже здесь случились именно проблемы и с сантехникой, и с я видела просто, и со стиральной машинкой. Причем так интересно, я, значит, приезжал мастер, да, Мгм. приезжал починил, и как-то починил странно, знаешь, Мгм. он только уехал, а он как бы перестал Мгм. обратно работать. Мгм. Я такая звоню, он говорит: "Хорошо, я перезвоню вам вечером". Я звоню ему вечером, он просто на меня орёт. Он просто на меня орёт и говорит: "Вы ничего не понимаете". Я отказываю. Причём у меня даже были свидетели, я просто звонила, говорю: "Смотри, вы как бы вот у меня же карантинный случай, вы фактически сегодня только уехали. Давайте". Всё. Он просто на меня наорал, бросил трубку. А, ещё и до этого я хочу сказать, что когда вот все эти проблемы систематически, хронически случались, я всегда звонила мастерам, они либо пропадали. Когда у меня была проблема с канализацией в той квартире, меня просто ржали в трубку. Ну, серьезно, я звоню в управляющую компанию, она хохочет. Я говорю: "Слушайте, у меня тут воняет уже, вот тут плещется". А они хохочут. Серьезно, я просто, ну, я не шучу, ты платишь там по 1500, значит, ученик, который бросил трубку и фактически наорал. Я, значит, я просто в недоумении. Думаю: "Господи, что ж происходит?" Тогда я помню, что я ложилась спать вот с мыслью, ну, потому что как бы я заплатила деньги, вообще непонятно, чё происходит. И я, по в каком-то таком, знаешь, это еще был самый начале, в каком-то таком расслабленном состоянии, прям увидела. Я прям почувствовала себя каким-то, не знаю, там, мастером. Помнишь, я думаю, что я просто у меня этот кретинизм географический какой-то. Так, значит, с этими мыслями уснула, ну что делать? Просто уснула. Утром встала. Я точно помню, что я решила написать смску этому товарищу, который меня, ну, как бы, мне же надо, мне фактически сказать, ждать этого мастера.
Мгм. Я пишу ему смс-ку, говорю: "Может, вы с вами друг друга не поняли?" Просто, знаешь, из нейтрального состояния. Я пишу ему из нейтрального состояния, при этом параллельно как бы я внутри, знаешь, ну, прям действительно прочувствовав всю ту атмосферу, которая мне накануне я фактически извиняюсь перед всей той толпой, значит, этих средневековых рабочих. Вот просто, знаешь, вот у меня был какой-то душевный порыв всяческого извинения перед этими товарищами. Я отправляю, значит, смс-ку, проходит полчаса, я тебе серьезно, я тебе не шучу. Мгм. Проходит полчаса, мне звонит диспетчерша, значит, из этой компании. Говорит: "Начальство решило, что вам положен новый мастер. И он как раз проезжает мимо вашего дома, в вашем районе, он через полчаса будет". Я думаю: "Боже, какая красота!" И он действительно приехал через полчаса, там действительно прошлый мастер что-то забыл, ну, вот что-то такое не сделал. Он это воду слил, значит, что-то отрегулировал. Мгм. И ты знаешь, с тех пор у меня не было проблем с канализацией. Я, правда, думаю, съездить в какой-нибудь европейский город, знаешь, это, не знаю, там, как-то поцеловать этот средневековый водопровод, что-то с ним сделать, в общем, чтобы больше как бы обезопасить себя. Ну, это такая смешная, знаешь, история про то, что если у тебя как раз есть какие-то проблемы, которые хронически повторяются из раза в раз, или, скажем, какие-то большие истории, в которые ты втянут, то есть смысл как-то посмотреть на это совсем с другим ракурсом. Ну, например, в этом случае, то есть логично, например, было бы, знаешь, пойти и обидеться на этого товарища, который там, Мгм. не знаю, ну, серьезно, просто наорал на меня. Потому что, видимо, ну, то ли он устал, то ли еще что-то. Вот. И уж всяко, знаешь, это не писать ему смс как из каких-то таких благостных, хотя бы из ровного состояния просто спросить, когда вы вообще будете. Слушай, а вот, такой у меня вопрос возник. Я как человек, который, и в свое время тоже увлекался и ведической психологией там, и прочими вещами. Понятие карма, вот это же это про то или нет? Слушай, это, Понятие скорее кармы. всего, не то, но я просто не люблю такие прям формулировки, потому что для меня это просто действительно какой-то информационный след. И потом действительно Мгм. не стоит искать карму там, ну, она есть не везде. Ну, не стоит ее прям Ну, то есть, везде искать. я правильно понимаю, что, ну, вот в твоем случае с канализацией, то есть это был такой некий, ну, как я понимаю, не вся информация записывается, там, если мы говорим Мгм. про прошлые жизни, да, там, не вся же информация, наверное, какие-то самые значимые моменты, которые были эмоционально, да, как-то неправильно, Ну да, э, видимо, какие-то, знаешь, собственно, как сформированы. и положить, ну, Или какие-то положительно, да. эмоциональные какие-то выплески, они просто как, ну, оставляют Мгм. какой-то более явный информационный след. Мгм. И когда ты попадаешь в определенную ситуацию, то происходит, информационное искажение, да? Ну да, понимаешь, потому что, видимо, вот это. И всё самое интересное, что ты просто понимаешь, что у этой штуки, у нее нет, срока давности. То есть, Мгм. иногда теперь совершенно невозможно, например, какие-то новости смотреть или, знаешь, там документальные истории, где там кто-то от кого-то скрывается и пытается скрыть Мгм. чего-то там, какие-то, знаешь, следы преступления и всё остальное, потому что как бы любое твое действие всегда оставляет информационный след. И этот информационный след, ну, фактически останется с тобой, на всю твою большую информационную историю. М. Ну, все равно человек, получается, это же нечто большее, чем просто какой-то информационный след в пространстве. Ну да, да, да. Ну и это как раз, это очень, как бы, если ты воспринимаешь себя как некую большую картину, чем некий сегодняшний, там, отрезок истории своей личной, это Мгм. становится очень всё логично, понимаешь? Та самая история с какой-то справедливостью, с какой-то логичностью проживания всего, что происходит. Просто когда человек смотрит конкретно вот из сегодняшнего состояния, у него иногда действительно там шевелятся волосы. Я помню, я иногда, знаешь, это смотрю там какие-то документальные истории, которые сейчас снимают. И есть такая история, я просто сейчас не буду называть там имена и фамилии, чтобы, знаешь, это потом все Мгм. набегут товарищи и выяснят. О пропаже, значит, девочки в Пермском крае. И она пропала, ну, что, наверно, лет 20 прошло, как ребенок пропал просто в никуда. Ну, вот просто. Мгм. И непонятно, то ли поскольку она пропала
на берегу водоема, непонятно, что с ней случилось. То ли как бы вот непосредственно там что-то случилось, то ли, может, её кто-то, м, ну, вот что-то такое, ну, может, кто-то, знаешь, её там увёл или не знаю, потому что ребенку было лет 5, а сейчас ей уже, наверно, лет 25. Вот. На папу его её совершенно, ну, папа давал интервью, на папу смотреть совершенно невозможно, потому что у папы как бы, ну, естественно, там все эти 20 лет одно желание, вернуть ребенка. И он такой, Мгм. вся такая, знаешь, вся как бы, во-первых, он выглядит как, просто, ну, вот что-то такое фундаментально черное вокруг него, потому что, Мгм. естественно, возможно, он даже винит себя, потому что он был последний, кто видел этого ребенка. Потом вот это вот, единственное желание увидеть ребенка и найти ребенка, который 20 лет вместе с ним. Оно вот делает эту информационную структуру вокруг него, она просто не двигается. И, значит, я Мгм. смотрю, а это происходит, когда ты когда ты эмоционально вовлекаешься, так интересно, вот эти вот информационные следы, они как будто открываются. И тут я прям вижу, у него, естественно, есть жена, что они с женой там, не знаю, просто там в какие-то давние годы, я думаю, что это тоже достаточно известный факт, что у нас, когда в какой-то истории было принято воровать детей. Ну, там, Мгм. знаешь, для попрошайничества, еще для чего-то, Мгм. для чего-то, для чего-то, для чего-то. И, естественно, эти товарищи, они тогда не были мужем и женой, они были просто подельниками, потому как они это Мгм. осуществляют. Я вот сейчас все рассказываю не для того, чтобы, ни в коем случае не для того, чтобы сейчас еще и кто-нибудь набежит и скажет: "Ага, это вот все потому что это, вот теперь вот это". А именно для того, чтобы вот эта вся вот информационная структура, которая вокруг него застыла и застыла на 20 лет, она фактически может начать шевелиться только тогда, когда он, возможно, начнет смотреть совсем в другую сторону. Ну да, ну здесь, Начнет, знаешь, конечно. ну, я имею в виду родители девочки, смотреть в какую-то другую сторону, в какую-то сторону, понимаешь, понимание, что, ну, естественно, теперь они понимают, что испытывают подобные родители, которые Мгм. попадают ребенок. Какую-то сторону, знаешь, вот чего-то того, чего они не смотрели. Не в сторону, как бы, то, что они исключительно просто жертвы обстоятельств, в сторону, не знаю, главы этих, там, не знаю, французских или каких-то там родителей, у всех тех, Мгм. которые они там когда-то, ну, когда-то, не знаю, что-то делали с этими детьми. Вот. Я правильно понимаю, что. Дело-то не в том, что, ты понимаешь, это важно как раз именно для того, чтобы если он начнет, понимаешь, смотреть в другую сторону, ам, информационное поле начнет шевелиться. Ведь, по сути, за 20 лет неизвестно, что случилось с девочкой. Никто тебе не Мгм. скажет, потому что в его присутствии у него настолько большое желание увидеть этого ребенка, что как бы все кто угодно, кому кажется тоже, что они видят какие-то информационные следы, всем будет казаться, что девочка жива. И она, может, действительно Мгм. жива, как бы мы на самом деле не узнаем, пока сами родители девочки не будут как бы внутри своего вот этого кокона чудовищного не будут готовы, знаешь, посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Мгм. Я правильно понимаю, это вот у тебя на консультации этот человек был, да? Или ты его. Нет, это я просто вот, знаешь, просто вот телевизор включаешь, а там То есть вот по телевидению ты так увидела смотришь как бы, его и соперничка там, да, графики? вот это ты смотришь, просто Ничего когда ты себе. эмоционально вовлекаешься, я так Мгм. вот, Ну да, я да, так да. Ну, то есть ты эмоционально вовлекаюсь, концентрируешь свое, как бы, да, внимание на нем. да, и как бы, Мгм. знаешь, прям такие картинки расплываются, а там такое, Мгм. там, ну, по Ну, сравнению, вообще знаешь. вот я вот что хочу свое там тоже свои, там мнение. Вот мне кажется, вот такие вещи, ну, просто есть же, ну, в жизни есть, как вот ты вот сейчас назвал, привела пример, причины, когда человек абсолютно не понимает, для чего его в жизни такое происходит. Но, как правило, всегда есть причина. Вот, и вот это, мне кажется, очень важная работа именно людям, э, помогать понять причину как минимум, да, чтобы потому что когда нет причины, человек совершенно ничего не понимает. Когда появляется причина, он начинает думать, действительно, если это так, такая, ну, это действительно так было, то, наверное.
наверное, действительно причина-то как раз во мне, потому что сложнее всего человеку найти причину в самом себе, чем гораздо Ну, проще найти в ком-то другом. вот это, знаешь, я мысль потерял по поводу причины, но ты это, м, ладно. Спроси меня о чем-то, я, может, потом вспомню. Ну да, Сейчас. ну, в общем, да, но суть в том, что нужно копать глубже, искать в этом информационном поле, да, и Да, и это, ты знаешь, это, во-первых, нас учит немножко такому, во-первых, сознательному отношению к жизни, потому что ты как бы понимаешь, что вот нельзя, понимаешь, если тебя вот не поймали, это еще не значит, что все случилось, понимаешь, если никто, ну, то есть ты совершаешь какой-то мгм, поступок, и при этом как бы ты остался там, ну, как бы юридически чистый, потому что никто, например, не увидел и не понял, это еще не значит, что как бы вот мгм, ты остался чист, белый и пушистый, и как бы все у тебя прекрасно. Если тебя сегодня не поймали, понимаешь, на каком-то таком интересном поступке, не весьма честном и нечестном и некрасивом. И второе, это учит некому, знаешь, такому состраданию и какому-то такому вот именно потому что ты не знаешь на самом деле, чаще ты не знаешь, что скрыто в твоей информационной истории, что, собственно, типа, мгм, вдруг тебя где накроют, и ты не можешь, как бы, ну, просто не можешь. Потому что ты как бы понимаешь, что ты есть нечто большее, и ты не можешь так однобоко, понимаешь, смотреть. Ты не знаешь на самом деле, что скрыто в твоих информационных аналах. Ну, где тебя накроют, и там как-то категорично мгм, выражаться, например, в адрес кого-то. Ты просто... Или, например, когда, ну, в случае, например, этого мужчины с ребенком, ты искренне как бы большое сочувствие испытываешь к нему, потому что он сегодня в своей маленькой сегодняшней мгм, информационной сфере понятия не имеет, что мгм. с ним происходит. Ты испытываешь к нему большое человеческое сочувствие. Это вот не вот это вот, ах да, ты вот я тут выяснила, вот сиди теперь и потому что он действительно не понимает, и ему действительно вот как бы ничего, кроме сочувствия, ты испытывать там больше не можешь. Ну да, как говорят, чужая душа — это потемки. Поэтому, если ты не побывал в шкуре другого человека, то его судить не стоит. Правильно. Вот. И я лишь, знаешь, по сути, необходимость этого эфира — это про то, что ты как бы смотришь на себя на себя немножко шире, чем на себя сегодняшнего. Это дает Мгм, тебе понять, что вообще в твоей жизни происходит. И если вдруг происходит какая-то такая дичь, и ты не понимаешь, что тут происходит. И опять же, конечно, последний фильтр — это то, что знает сам, чувствует сам человек. Это может быть действительно его сегодняшняя как бы история. Вот она вот сегодня мгм, стартовала, и сегодня она так резко разворачивается. Ты просто спрашиваешь, а есть ли вот какие-то корни, например? Ну, вот ощущаешь, мгм. может, что и у этой ситуации есть корни где-то там еще до, или нет? И это действительно всегда ты отталкиваешься от ощущений человека, ты его никуда не тащишь. Неважно, что там тебе кажется, ощущается и все остальное. И если вот эта ваша совместная работа помогает, не знаю, человеку чувствовать себя лучше, решить какие-то проблемы, в том числе большие или маленькие, и это, мне кажется, здорово. Ну да, конечно. Ну, потому что многие вещи, конечно, для классической психологии недоступны, ну, в данном случае. Ну, просто сложно будет найти первопричину, если она не в Ну, этой жизни находится. нет, она ведь тоже работает. Она ведь тоже уже Мгм, немножко так расширила. Она включила свое понятие матрицы Гроуфа, там еще мгм, какие-то вещи. И потом, даже когда ты ходишь, ну, в Эматоне преподается, например, все, что связано с родовыми расстановками. И делается, конечно, оговорка, что вы не можете ровно та же самая, которую я сейчас озвучу, вы не можете, естественно, знать это. Я вот не со Они прям идут в сопротивление, и ты не можешь, мгм, это их позиция, говорит: "Я вообще не интересно, что я там накуролесил, я вот хочу здесь и сейчас". Если он хочет мгм, здесь и сейчас, мы будем работать здесь и сейчас, потому что это мгм. запрос его психики. И некоторые вот так отсекают. Они говорят: "Слушайте, мне вообще не интересно, чё там вот что у меня там было, мне абсолютно как бы всё равно". А как он тогда, как он поймет,
если ему это неинтересно, например, да? Ну, может, действительно, как бы ситуация, она свежая, она сформировалась именно здесь и сейчас, и Мгм. поэтому он туда не идет. А может, действительно, это ему, знаешь, какое-то, ну, противоречит его мировоззрению, тоже не готов туда идти, тоже такая история. Мгм. Ясно, понятно. Так, ну, следующий вопрос. Вот, информационном поле мы разобрались, а вот как вообще ты наше информационное поле, ну, в кратких чертах, да, там, влияет на наше восприятие мира и вообще, например, на наш голос интуиции, то, что мы на прошлом эфире, да, говорили. Вот, насколько сильно вот это информационное поле может воздействовать на чтобы, ну, на нашу вот это связь со вселенским разумом, так называемым. Слушай, ну, это все зависит от твоей настройки. Если ты вот как бы, ну не то, что от твоей настройки, а как раз от твоих состояний. Ты вот проживаешь как бы все, что с тобой случается, и пытаешься как бы не вот это, знаешь, впасть в состояние, типа, я тут бедный, несчастный. Если у меня есть внутренний ресурс найти этот смысл, я его найду. Вот. То тогда это как бы, по сути, это вот расчищают все твои эти информационные каналы, и связь Мгм. твоя становится гораздо тоньше, как-то ты сонастраиваешься с миром. То есть ты не плюешь, знаешь, это против ветра и там отгораживаешься от всех событий, которые вокруг тебя происходят. Тебе кажется, что какие-то чудовищные события вокруг тебя происходят, это все нелогично. На самом деле, вот именно если мы говорим о взаимодействии с информационным полем, мне такое ощущение из опыта сложилось, что он просто, оно логично прям до мельчайшей запятой. До Ну, то есть, мельчайшей запятой. Всего, что с тобой происходит, оно максимально логично. ну да, ну, то есть мы возвращаемся к нашему теме нашего предыдущего эфира, что в первую очередь мы должны понять, что первопричина в нас самих, а второе это то, что мы должны начать задавать себе вопросы, а зачем, почему и И для живем, чего? да? Мгм. Да, Да, просто на самом деле, почему вот это я вот такие вот комментирую, да, все, потому что многие вообще же не задают эти вопросы. Они живут себе спокойно, ну, как бы, да, и это считают, что такая, это знаешь, нормально. То есть это это нормально. То есть, такая, ну, мне кажется, большая такая история человека, когда он воспринимает мир как бы из 2 полярности, что я могу дать, ну, как бы я в диалоге, в равнозначном диалоге с миром. Он мне что-то дает, я ему что-то даю. И мгм, вообще как бы мы 2 взрослые некие такие личности, которые как бы в равнозначном диалоге. А есть такая история, типа, вы мне все должны, и я вот такой маленький, несчастный, и вот вокруг меня тут все происходит. Это ведь действительно есть. Это даже ты можешь, ничего в этом космического нет, ты можешь отследить это, если будешь внимательно отслеживать, потому что это как раз есть один из инструментов психолога, ты отслеживаешь прямую речь человека. Ту самую, когда, например, он говорит, что там, не знаю, на работе все идиоты, понимаешь, жена плохая. Там, ну, вот это вот такая. И поэтому, естественно, когда он сталкивается со своей информационной историей, не все готовы там ковырять. Ну, не все готовы туда пойти, ковыряться и смотреть, что там происходит. ну да, согласен. Это больно. Ну да, неприятно. Ну, могут быть приятные результаты. Именно те, которые мы говорим про качество жизни. Вот знаешь, вот, реальное качество жизни. Потому что на самом деле мне все равно, по большому-то счету, что там было, ну там, что будет, мы об этом не говорим. Хотя действительно мы каждый день формируем свою информационную среду. Мне важно, чтобы я здесь и сейчас жил хорошо. Вот. И Ну, для то того, есть, чтобы... я правильно Ага. понимаю, что, ну, вот, например, если у человека какие-то проблемы здесь сейчас, да, не всегда мы обращаемся к этому информационному полю, потому что Не всегда это стандартная история, как вообще идет терапия, ты всегда идешь за человеком. Если он придет к тебе, в конце концов, ко мне придет именно тот, который как бы либо уже готов, либо уже стоит на мгм, пороге того, чтобы открыть как бы для себя какой-то новый взгляд. Ну, или, ну, например, если человек не готов, то я его туда не тащу, и никто его никуда не тащит туда, куда он не готов. Ты всегда ну да, идешь ну, то за есть, человеком, ты как бы сопровождаешь человека. Это же называется помогающая профессия. То есть ты мгм, сопровождаешь человека в его внутреннем путешествии. Ты не ведешь его за руку. не тащишь.
То есть нет. Ну да, человек должен быть готов. Так, ну, я думаю, что, слушай, мы такие все основные вопросы обсудили по поводу информации, информационного поля, да. Мы еще хотели затронуть, ну, вот такую тему, что если мы говорим не про прошлую жизнь, а про эту жизнь, да, то родители очень сильно влияют, да, на наше Мгм. формирование вот этого информационного поля. Вот расскажи поподробнее, вот, каким образом. Слушай, ну, давай как-нибудь анонсируем это отдельно, потому что родители, мне кажется, это Мгм. такая большая тема, потому что это действительно как раз тот самый контекст, который тебе кажется, что ты, ну, Ну, родители вообще такое серьезное давление ну, имеют на ну, фактически они информационное поле формируют, ребенка. да, они же формируют тебя, они формируют твой новый каркас, они как это, знаешь, если ты а, не знаю, там, в компьютере разбираешься, то это какая-то, Мгм. как некая операционная система, которая устанавливается, а потом Мгм. сверху, ну, внутрь нее уже устанавливаются какие-то программы. И если у тебя операционная система установлена прекрасно, понятно, что любые программы будут работать хорошо. А если изначально у тебя случился какой-то косяк, то и как бы программы Мгм. ну, так и будут всю жизнь, понимаешь, коряво работать. Мгм. Мгм. А вообще у детей, ну, вот, информационное поле, как-то, отличается от взрослого человека или, в принципе, то Еще же раз, самое? Ну, вот, вот его информационное поле у ребенка как-то отличается, если вот, ну, зрительно, да, от, взрослого человека? оно Ну, я не больше знаю, может, связано. по структуре там, не знаю. Оно более связано с он прям ты можешь увидеть какие-то такие штуки, которые связывают его с родителем. И больше Прям видно, да? связывают его с родителем Мгм. именно того пола, ну, мальчика, естественно, с папой, а девочку Мгм. с мамой. Мгм. Вот. Потому что, ну, не знаю, это даже классическая, не знаю, психология говорит, что ты как бы вот ну, у ребенка есть кризисы, когда он отделяется, там, Мгм. кризис 3 и там до 1,5 лет или там до года ребенок вообще не воспринимает себя отдельно от мамы. То есть это вполне такие понятные, осязаемые уже вещи, которые Не, ну да, это понятно, но, блин, интересно, даже на метафизическом уровне всё-таки есть какая-то привязка? Должна быть, ну наверно, да? да, они такие, знаешь, такие, ну, небольшие такие, как часть какой-то паутины, которая их связывает. Как бы. Мгм. Интересно. Ну, это мы рассмотрим, я думаю, что в следующем эфире. Про родителей Да, такая большая тема. очень большая Ага. такая история. Так, по практике будем сегодня чего-то пробовать? Да, ну давай, как Практически. всегда, с тобой обговоримся на старте, что это такая диагностическая история. Мгм. Вот. И потом, во-первых, я хочу, чтобы ты подумал о каком-то вот. А теперь представь, что ты стоишь перед комнатой, за которой скрыта вся твоя информационная история. Все вообще, все, что с тобой происходило. Неважно, сегодня, вчера и вообще. Мгм. Открой дверь в эту комнату, и там вот будет как раз картина, которая будет олицетворять всю твою историю. Это будет некий такой пазл, сложенный из нескольких кусочков. Ты можешь сейчас, например, ответить для себя а, на вопрос, прям вот что первое придет в голову. Сколько кусочков в этой картине? Там, может, 500, 600, может, 300, 200, не знаю. 10. Первое, 10 кусочков, 10 кусочков в голову приходит. ну, 10 кусочков тоже хорошо. И теперь тебе соотнеси себя, вот свою сегодняшнюю информационную историю с каким-то этим кусочком на этой картине. Прям с каким-то конкретным. Ты чувствуешь там, ну, как ты ощущаешь? Ну, я как-то какой-то кусочек, да, солнышко. Мгм. Хочется. Скажи, а ты вот чувствуешь, что, ну, есть какая-то проблема, да, которую мы сейчас с тобой Мгм. обговорили, она тебя Мгм. беспокоит? Она Мгм. как-то связана с какими-то другими кусочками на этой картине? Или вот она вот конкретно вся здесь? Все, что тебя беспокоит, оно конкретно все очень около тебя.
Связано, Вот видишь? да, связано. Этот кусочек далеко или все таки поближе? Далеко, похоже на то, что далеко. Мгм. Тебе интересно было бы уз ну, сейчас я просто тебя спрошу, тебе интересно было бы узнать, как они связаны? Или тебе важно узнать, как они связаны? Или это вообще не важно? Важно. Вот видишь? Ну, я думаю, что мы с тобой сейчас просто дальше не пойдем, потому что это будет прям очень Мгм, большая. Вот. Ну, вот мгм. примерно так и работает, потому что иногда как бы человек говорит: "Нет, мне ничего не важно, ничего не интересно, все, мы здесь". Вот как, ну, всё здесь и здесь, ну, давайте здесь работать с тем, что есть. Ну, вообще, Вот. кстати, мне сразу пришло. Я как продвинутый юзер, мне пришло же сразу, с чем связано. Вот видишь? И даже вот Мгм, это так и работает, потому что сами ответы, которые к тебе пришли, они уже будут работать, они уже будут выстраивать твои новые нейронные какие-то связи, которые тебе дадут, ну, возможность даже действовать по-другому, проживать все, что ты проживаешь, по-другому. Вот, собственно, и да. всё, как Так просто. конкретный Просто слушай себя, и тебе все скажет сам конкретный организм практичный твой. результат. Да, важно, прежде всего важно слушать себя. Просто у многих и многих очень много барьеров, прежде чем они начинают, слышать себя, слушать, и вообще это у них получается. Кто-то, может сам себе все найти, и у него все самостоятельно случится. И это тоже история, это тоже прекрасно. А кому-то, ну, просто нужен человек именно, который будет сопровождать его в этом путешествии. В этом, собственно, вся разница. Но Да, я думаю, что это начать исследовать себя самостоятельно всегда можно. мгм. Ну да. Я думаю, что многие все-таки вот к таким практикам обращаются уже, когда совсем, то есть информационное поле уже все засорено так, что, ну, там уже ничего не слышно. Слушай, но, Поэтому, редко к психологам ходят, ну и к подобным помогающим специалистам, где ходят счастливые люди. Хотя одна категория счастливых людей, все таки есть. Это, мне кажется, я туда сейчас попадаю, ну, последние лет 10 или 15. Типа, Господи, я так прекрасно живу! Как вот, ну, то есть, на самом деле, уметь быть счастливым — это тоже работа, это тоже навык. Ты знаешь, ну, вот это как бы ровно такой же навык, мгм, как все остальное. Типа, почему ну так да. хорошо? Что вообще происходит? Я типа не привыкла, что такое? Вот, но это очень маленький процент. Обычно человек действительно приходит, когда его что-то уже беспокоит. Ну да, это во всем. Во всей человеческой жизни такова. Да. М. Ну, собственно, я думаю, что будем заканчивать. Тема так достаточно полно мы ее рассмотрели с разных сторон. Ну, всем спасибо за внимание. И телезрителям такое от нас пожелание, если у вас есть вопросы или, ну, или вопросы, или, может быть, вы хотите как-то сами продиагностироваться, да, то, пожалуйста, пишите в Телеграм. Мгм. Наталья, он есть в канале. Подписывайтесь, смотрите, следите за новостями, задавайте вопросы. Наталья, я думаю, с радостью ответит, да, на все вопросы. Мгм. Мгм. Хорошо. Все, спасибо. Да-да. Ну что ж, Пока-пока. тогда заканчиваем. Ага, пока-пока. Мгм.